Идею фактурного декора нашла на дороге. Сначала я нашла этот резиновый мячик у моей внучки. С него буду снимать форму. Отмечаю границу. Это середина мяча. Заворачиваю в пленку. Покрываю массой папье-маше толстым слоем, чуть больше 1 сантиметра. Я делаю папье-маше из картона от яичных лотков без капли клея ПВА. Эта масса очень пластичная. Она хорошо выравнивается и не требует шлифовки после высыхания. По консистенции такое папье-маше напоминает бумажную глину. Ссылку на рецепт вы найдете в описании под видео. Как следует разглаживаю поверхность. Кромку оставляю неровной, немного рваной и отправляю сушиться. Маленькая жестяная баночка из-под кошачьего корма. Стоит дополнительно закрепить скотчем, так как при намокании термоклей не держится. Здесь покрываем не толстым слоем массы. И снова сушим. Начиная этот проект, я понятия не имела, как и чем буду декорировать эту вазу кашпо. И вот дорожные работы. Щебенка. Ура! Крупные камни мне не нужны. Делаю раствор из воды и клея ПВА. Добавляю сухую финишную шпаклевку. Этим раствором покрою всю заготовку. Сверху делаю вот такие наплывы. Посыпаю щебенкой. Можно добавить еще 1 слой. У меня часто спрашивают, откуда я беру идеи для творчества. Все предельно просто. Главное поставить задачу. Форма вот этой вазы, ее неровный край диктует, что декор должен быть лаконичным и неровным. Моя задача – сделать поверхность зернистой. Что можно использовать для создания зернистой фактуры? Бисер, если его много и не жалко. Мелкие камни, крупный песок. Когда перед тобой стоит задача, то и в куче щебня можно увидеть решение. Эта ваза прекрасно смотрится на столе, но для большого стола она слишком мала. Хотелось бы подобную крупную вазу овальной формы. Теперь у меня новая задача – с чего снять форму. Здесь можно тоже добавить наплывы для фактурности. За ночь все высохло. Грунтую водоэмульсионной краской для стен. Вазу можно оставить белой. Коричневую акриловую краску развела водой. Размываю водой из распылителя.
Кромку окрашиваю тем же цветом. Нижнюю часть окрашиваю белой акриловой краской. Акриловый металлик. Коричневую краску развожу водой так, чтобы она была полупрозрачной. Внутри покрываю акриловым лаком. Снаружи только кромку. Если вам понравилось и было полезным это видео, поддержите его лайком и напишите свои отзывы. Очень ценю обратную связь. Спасибо. Увидимся.